Кстати, для тех, кто не смотрел предыдущий выпуск, обязательно начните с того, что вы посмотрите и поймете, что это за автомобиль, что это не просто 124 с дисками AMG. А для всех остальных мы начинаем. В этой серии речь пойдет о самой важной части нашего автомобиля, о его двигателе. Сейчас мотор находится именно в таком состоянии, в котором мы его достали из-под капота. У двигателя М117 очень интересная история, ведь мы знаем о том, что фактически этот мотор является уменьшенной копией знаменитого двигателя М100. И история AMG, как мы помним, начиналась как раз с этого мотора, ведь именно его они использовали в своем знаменитом автомобиле Диротесау «Красная свинья», и на нем они как раз участвовали в той знаменитой гонке, которая принесла им тот большой успех, о котором мы сейчас знаем, гонки в СПА. Значит, вот они выпускают в 1972 году М117, и появляется он в виде чугунного блока объемом 4,5 литра и мощностью 220 лошадиных сил. Значит, этот мотор какое-то время просуществовал в таком виде. После этого, в 1978-м, они представляют его 5-литровую версию. И вот тут, кстати, начинается интересный момент. Много ли вы знаете моторов, которые, имея один и тот же индекс, в процессе своей жизни превращаются из чугунных в алюминиевые? Ну так вот, М117 именно такой мотор. Они в 1978 году 5-литровую версию делают уже на алюминиевом блоке. Увеличение рабочего объема — это такая характерная черта индустрии тюнинга 80-х. Тогда очень многие это делали, но господин Мельхер, он имел гораздо большие амбиции, его вот только увеличить рабочий объем, видимо, не устраивало, поэтому он и затеял то, что нужно вот на этот 117-й мотор сделать свои оригинальные головки блока цилиндров. И вот как раз вот эти первые эксперименты 5.2 и 5.4 у этих машин уже стояли вот эти знаменитые двухвальные головы. И далее, что происходит со 117-м мотором? Появляется уже позже версия 5,6 литра, самая большая и самая последняя, которая выходила с завода. И вот на базе 5,6 они и увеличивают в AMG рабочий объем до 6 литров за счет увеличения диаметра цилиндра до 100 мм, и мощность с самыми агрессивными распредвалами составляет 385 лошадиных сил. Это самый мощный хаммер, который был доступен в те времена. Таким образом, они предлагали для своих клиентов вот эти пакеты, и кроме того, они напирали очень сильно в своей рекламе на то, что эти двигатели также проходят через 8-10-часовые стендовые испытания. Каждый мотор, который ставился в их машину, проверялся 10 часов на мощностном стенде, и в случае каких-то проблем там дорабатывался или менялся. Таким образом, они намекали на хорошую надежность. Но, возможно, когда это все было новое, оно и было надежным, хотя я в этом, честно сказать, сомневаюсь. К сожалению, хаммеровские моторы знамениты множеством своих нюансов, тонкостей и проблем. В мире есть всего 2 компании, которые занимаются их обслуживанием. Одна из них, кстати, имеет, опять же, прямое отношение к господину Мельхеру. И они очень нехотя делятся какими-то нюансами касательно того, как этот двигатель ремонтировать. Только лишь говорят, что это очень сложно, лучше присылайте нам, потому что там есть очень много нюансов. Это, наверное, специфический материал, из которого сделаны головки. Это такой пористый алюминий, на котором со временем появляются микротрещины. Те люди, которые не готовы к тому, чтобы заниматься этим двигателем, не знают нюансов, могут просто его разобрать и собрать, и он начинает отовсюду течь, все эти головки текут. Нужно обязательно очень скрупулезно изучать их состояние металла и прочих нюансов, которые есть. Мы уже хорошенько подготовились, всем уже по 100 раз позвонили, все это для себя записали, выписали, мануалы скачали, так что мы готовы к тому, чтобы двигатель разобрать и качественно его отремонтировать. Прежде чем приступить к разбору двигателя, конечно, пришлось изучить мануалы. На конкретно этот мотор есть мануал только по головкам от AMG, потому что это, по сути, единственная уникальная часть двигателя. На сам блок просто обычный мануал на 117 двигатель. Там все размеры постелей, коленвала и так далее. Все как у обычного 5.6 117 мотора.
процессе разбора двигателя пришлось столкнуться с такими нюансами, как достаточно сложный конструктив головок. В первую очередь из-за того, что изначально на этом моторе стоят одновальные головки, а здесь они двухвальные, вот эти болты, они располагаются снаружи головы на обычном моторе. Так как блок взят за основу тот же, эти болты располагаются в впускных и выпускных каналах, соответственно. И там очень сложный доступ к ним. Пришлось как бы импровизировать, чтобы их нормально открутить. Соответственно, также будут некоторые сложности с затяжкой. По поводу головок. Они состоят из нескольких частей. Для того, чтобы правильно снять распредвалы, нужно их зафиксировать специнструментом через свечные колодцы и снять постель. И после этого уже демонтировать ГРМ полностью, цепь, и сами распредвалы непосредственно. Как таковых меток ГРМ на этом моторе нет. Фазы ГРМ выставляются как на гоночном моторе, то есть по градусам коленвала выставляются определенный подъем и фазы, соответственно. Все 4 шестерни на распредвалах разрезные, и сложности тут, я думаю, не возникнет. При разборе на какие-то нюансы уже обращаешь внимание. Потом визуальный осмотр деталей на предмет каких-то повреждений. Не знаю, там, если клапана встречались с поршнями, если есть какие-то задиры на коленвалу, еще что-то. Дальше идут измерения цилиндров, поршней, шеи коленвала, соответственно, на самом коленвалу, постели коленвала в блоке, диаметр верхней и нижней головки штуна. Меряешь, записываешь, сверяешь со значениями в мануале, которые указаны в допуске, и номинальные размеры. В общем, мотор достаточно в неплохом состоянии. Там, конечно, присутствуют задиры на цилиндрах, на стенках цилиндров. Не сказать, что они критичные, но как бы если мы машину все-таки реставрируем в идеал, то и мотор должен быть в идеале. На одном цилиндре есть коррозия, которая значительно более критична, чем те задиры, которые есть, потому что они небольшие, и вряд ли они бы сильно прогрессировали. А коррозия, она, естественно, при работе мотора прогрессировала бы. В отличие от задиров, даже если машина просто будет стоять в коллекции, коррозия тоже будет увеличиваться и прогрессировать. Но в остальном мотор в неплохом состоянии. И блок цилиндров, коленвал весь в номинале, его уже проверили на наличие трещин на магнитной дефектоскопии. На данный момент мотор полностью разобран, дефектован, заказаны запчасти, по каким-то позициям уточняется возможность, собственно, их приобретения. Головки на прессовке и разборке, отделения двух половин друг от друга непосредственно. В дальнейших планах у нас отвести блок
расточнику, начать его растачивать, то есть пока не под поршни, потому что мы их еще только ждем, смотреть, сколько нужно расточить, чтобы убрать задиры и коррозию. Поршни для этого двигателя изготавливаются на заказ в Германии. По сути, это практически оригинальные его поршни, то есть мотор не потеряет аутентичности, потому что, по сути, поршни будут от производителя его поршней изначальных. Поэтому, хоть они будут номинальными или ремонтными, аутентичность двигателя все равно сохранится при этом. Существовали и более мощные версии двигателя М117. Дело в том, что, как мы помним, Mercedes-Benz отказывался от участия в гонках, но это только в теории. В 1985 году они предоставляют свой двигатель, 5-литровую версию М117, гоночной команде Sauber, для того, чтобы они установили этот мотор в свой прототип C8. Эта машина должна была участвовать в гонках на выносливость в группе C. Значит, они берут этот мотор, их специалист, инженер Хайни Мадер, дорабатывает его, и мощность составляет 700 лошадиных сил и 800 ньютон-метров крутящего момента. За счет чего это было сделано? За счет установки двух турбонагнетателей. Столь мощная машина, она, тем не менее, была, наверное, не такой удачной, но все же 24 часа Нюрбургринга она выиграла, и этого было достаточно для руководства Даймлера для того, чтобы продолжить сотрудничество. И, кстати, впоследствии команда Sauber-Mercedes стала называться просто командой Mercedes. Параллельно мы занимаемся трансмиссией на нашу машину. Значит, что известно про трансмиссию Хаммера? Специалисты AMG с самого начала говорили, что этот четырехступенчатый автомат, который ставился в паре со 117-м мотором, отлично справляется с плавной, быстрой ездой по автобанам, но резкие старты он не любит. Это, конечно, связано не только с тем, что из себя представляет эта коробка в плане ее качества и выносливости. Надо признать, что, естественно, мощность двигателя у Хаммера была сильно выше, чем у стандартной машины. А точнее, и что более важно, был сильно выше крутящий момент. Он составлял 566 ньютон-метров, намного больше, чем у стандартного мотора. Они по официальной версии коробку эту четырехступенчатую усилили, но, тем не менее, вот усиление, видимо, тоже не так помогло, либо машину плохо обслуживали, ездили слишком брутально, и на ходу ощущаются пинки и прочие признаки того, что коробка нуждается в ремонте. Несмотря на хорошее визуальное состояние кузова, мы, тем не менее, должны обязательно снять все защитные покрытия для того, чтобы посмотреть, все ли под ними нормально, и для этого мы передаем кузов для очистки сухим льдом. Чистка кузова является важным технологическим этапом в реставрации. Мы выбрали метод чистки сухим льдом. Почему мы не пошли путем более традиционным и не почистили кузов песком? Хотя нам очень многие это советовали и говорили, что 124 сильно ржавеют, у них очень много скрытой коррозии, которую ты нигде не увидишь. В общем, это пустая трата денег, этот сухой лед. Ну, с точки зрения денег, сразу вам объясню, да, действительно, сухой лед стоит значительно дороже, значительно, кратно дороже, чем чистка песком. И, кроме того, это намного дольше. Чистили автомобиль больше недели, от этого идет очень большой шум, и все были тут ребята в шоке, как бы нам было это максимально некомфортно, гораздо удобнее было бы просто его погрузить на эвакуатор, отвезти на песок и на следующий день забрать вот полностью готовым. Но я считаю, что такие машины, когда вы хотите именно добиться максимального результата, очень важно
сохранить кузов без пескоструйной обработки. Преимущество сухого льда перед пескоструйной обработкой заключается в том, что он позволяет сохранить нам старый стабильный грунт в первую очередь. Во вторую очередь, пескоструйная обработка, она локально перегревает поверхность, которую мы обрабатываем. В советской литературе описываются технологии пескоструйной обработки. Важная рекомендация для стабильной работы песка заключается в том, чтобы толщина металла обрабатываемого была не менее 3 мм, потому что может возникнуть проблемы с краплением, с вытягиванием поверхности. Мы можем визуально оценить все дефекты, которые у нас есть по коррозии. Важно понимать, что коррозия бывает разных видов. Она бывает поверхностная, бывает язвенная, бывает межкристаллическая, бывает точечная. Там их много видов, то есть порядка 6 или 7. С каждой из них можно по-разному работать. То есть если где-то есть небольшая пора, ее можно запилить алмазным буром, добраться до низа до ее. Если где-то там что-то осталось и уже нет возможности там обработать химией, которая погасит эту коррозию, переведет ее из оксида в диоксид. Мы сегодня лечим вот эти вот отверстия, которые у нас здесь есть. И уже после этого мы будем готовы к тому, чтобы отпесочить дефекты, которые у нас есть, тоже отмечены красным маркером, которые остались. То есть это такая скрупулезная, мелкая работа, но таким образом мы четко можем гарантировать впоследствии высокий результат. Наверное, стоит немного углубиться в технологию производства кузова, как это происходит, что это из себя представляет. Вначале была катушка металла здоровая такая, которую на железнодорожном поезде привезли на завод, который штампует детали. Катушка эта была оцинкованная. На всех автомобилях, будь то Bentley, будь то Mercedes, будь то еще что-нибудь, используется разносортный металл. Под каждое изделие разная технология производства, толщины разные и прочее. Происходит у нас процесс штамповки. Вот эти вот детали нарезаются на заготовке, потом они штампуются, получаются крылья, отдельно полы, ниши, лонжероны и прочее. Далее все это у нас отправляется на стапель, монтируется на нем. После этого приезжает такая рука, робот, и начинает это все сваривать. Где как? Зависит от года производства. Некоторые кузова варили вручную точечной сваркой, некоторые варили непосредственно полуавтоматической сваркой. На этом кузове конкретно используются технологии. Первая — точечная сварка. Вторая — полуавтоматическая сварка. И третья — это пайка медью с содержанием кремния. После того, как собранный кузов со следами масла, всеми остальными загрязнениями, которые возникли в процессе его сборки, он отправляется в ванну очистки. Там он очищается, обезжиривается. После очищения кузов отправляется в ванну грунтования, в которой находится катафорезный грунт. Наносится он электрохимическим способом. Плюс полного погружения и электрохимического нанесения заключается в том, что на всех поверхностях осаждается тонкая молекулярная прослойка этого грунта, и она имеет великолепную адгезию к металлу, и таким образом она позволяет долгие годы кузову находиться в хорошем состоянии и гарантировать то, что он не будет гнить и не будет подвергаться воздействию влаги там, из воздуха, например. Это будет во всех наслоениях металлов, в швах и в прочем. Хотелось бы отметить, что у нас еще есть два момента важных. Первый момент — то, что машина во время эксплуатации подвергалась непонятному тюнингу, и из нее были выпилены части лонжеронов, части задней полки, которые нам тоже нужно привести в заводское состояние.
Второе, о чем хотелось сказать, это подкапотное пространство. Для того, чтобы водрузить туда вот этот огромный 117-й мотор, было все весьма кустарно выпилено, застукано, вот по-другому никак и не скажешь. И были вставлены непонятные латки, и это вызвало дальнейшие проблемы. С пассажирской стороны лонжерон был распилен, от него был изъят элемент, в него была вставлена П-образная пластина. При обратной сварке всего этого АМГшниками проблема заключалась в том, что верхняя стенка лонжерона осталась висеть в воздухе. Поскольку кузов у нас едет, двигается, он испытывает скручивание, ударные нагрузки некоторые. Это вызвало проблему в том, что часть момента вот этого крутящего, она передалась на брызговик. И брызговик треснул. То есть на одной стороне он тоже треснул. И это болезнь этих машин. Но на второй стороне он треснул сильнее. Именно из-за того, что вот не был приварен лонжерон, то есть он не был замкнут. И, соответственно, свою функцию, как лонжерона целикового, он не исполнял. Я все это разобрал аккуратно, посмотрел на это. Геометрию лонжерона подвосстановил, соединил, сверху поставил брызговик, все это сварил. После этого передняя часть автомобиля, она конкретно стала более жесткой. В принципе, на сегодняшний день мы уже готовы к тому, чтобы готовить кузов к грунтовке и грунтовать его. Вы должны понимать, что мы не на заводе находимся. Соответственно, окунуть машину в ванну с грунтом у нас нет возможности, потому что у нас нет ни ванны, ни грунта столько тонн. Мы используем обычные двухкомпонентные материалы. Важный нюанс то, что нужно использовать проверенные материалы и соблюдать технологию и технические нюансы, которые описаны в ТДС. Мы подготовили все, убрали все ржавинки, косячки, тычки и прочее, то, что нужно было убрать, то, что было критически важным. Поняли то, что у нас железо все готово, все отремонтировано. Все изъяны, которые мы могли расковырять, отковырять шильцами и маленькими иголочками даже, мы нашли и исправили. Кузов отгрунтован, высох. Что дальше? Теперь необходимо нанести правильным образом, в правильные места, шовный герметик. Что для этого было сделано? Во-первых, у нас есть оборудование. Во-вторых, у нас есть понимание. В-третьих, у нас есть огромная база знаний. У нас есть референсная машина, с которой мы можем посмотреть что-то. У нас есть огромное количество фотографий этой машины до того, как мы с ней начинали работать. Я постараюсь сделать все так, чтобы все эти герметики лежали ровно в тех местах, где они были с завода. Базовым значением всей работы является аутентичность. Если где-то герметик лежит как-то криво, как с завода он лежал, его так и надо положить. Мы к этому двигаемся, ну и, соответственно, к этому придем.
Также на автомобиле есть ряд дефектов, которые были весьма кустарно устранены. То есть, вот, допустим, это крыло, которое за мной, оно крашено там около 5 раз. То есть на нем конкретно 5 слоев краски. И на нем была небольшая вмятина. На мой взгляд, весьма просто устранимая, но ее замазали шпатлевкой и просто сверху покрасили. И таких элементов с подобными дефектами, их есть ряд по машине, там около 3-4. Мы все это померили, убрали это все, взглянули на это. То есть, но это уже будет делать подрядчик, который будет заниматься покраской. Сегодня заниматься реставрацией в России, с одной стороны, стало значительно проще, а с другой стороны, сложнее. Дело в том, что спрос на эти услуги, конечно же, вырос. У нас гораздо больше заказов, и что более важно лично для меня, как руководителя этой станции, это то, что увеличился спрос на качественные услуги. То есть люди изначально приходят, и они готовы заказывать реставрации в именно в той форме, которую мы и рекомендуем своим клиентам. То есть они с нами не спорят, а напротив говорят: мы хотим, чтобы было сделано идеально. Но есть и минусы. Минусы заключаются в том, что, как вы понимаете, вся логистика в России, она значительно ухудшилась. Если случаются какие-то нештатные ситуации, конечно же, мы очень сильно от них зависим, и общий процесс реставрации может достаточно сильно затянуться. Вот, например, Николай, наш моторист, во время того, как разобрал двигатель Хаммера, понял, что ему нужен определенный инструмент, достаточно специфичный, которого нету в России, его невозможно купить. И, кстати, вообще выбор инструментов в России в данный момент значительно ухудшился, то есть все то, что вчера еще было доступно и предлагалось, сейчас нету вовсе. Нашли эти инструменты, естественно, за границей, заказали. Вот знаете, раньше, наверное, если бы я услышал от механика что-то подобное, у меня не было бы вообще никакой нервной составляющей на эту тему, потому что я понимал, что где-то 2, максимум 3 недели все будет у нас. Сейчас это 2 месяца минимум. Другой пример. Вы видели, как Павел наносит распыляемые герметики, Terrason, которые мы очень любим. В прошлом они предлагались на нашем рынке, сейчас этот бренд на нашем рынке больше не представлен. Мы в этот раз решили купить специальную грелку, которая нагревает герметик до температуры 60 градусов для идеального нанесения. То есть мы его решили приобрести для того, чтобы все было совершенно идеально. Мы не тратили время на нагрев какими-то, скажем так, кустарными способами. Ну, естественно, нагревателя нет в России, и тоже пришлось там целую большую историю городить для того, чтобы его в адекватный срок доставить. То есть все это решаемые вопросы, но тем не менее факт того, что мы зависим от каких-то нештатных ситуаций, он присутствует. И поэтому весь офис, то есть все руководство, человек, который занимается запчастями, я лично, технический директор, мы находимся в таком, можно сказать, напряжении, потому что мы все время ощущаем какие-то моменты, которые могут случиться, которые могут затянуть этот процесс. Немножко перестроили принцип работы и технически подготавливаемся к тому или иному процессу. Вот, например, с двигателем. Нас очень много стращали по поводу него, очень много всего говорили. И это касается не только этого, потому что эта машина все-таки не серийная. Я стараюсь озвучивать все свои какие-то страхи, и, знаете, в конечном итоге это ведет к тому, что мы уже избежали определенных рисков, которые могли случиться, если бы мы вот эти моменты 3 раза не прорабатывали, не продумывали. Я считаю, что вот к этому моменту мы все сделали абсолютно так, как задумали. Это очень важно. Но это не значит, что у нас не возникает никаких проблем, что у нас все идет как по маслу. Нет, у вас не должно абсолютно складываться такого впечатления. У нас очень часто случаются какие-то споры, какие-то мелкие ссоры между нами, потому что кто-то считает, что надо так, кто-то считает, что это излишняя перестраховка и так далее. Мы часто собираемся как-то со специалистами, спокойно стоим около машины или у какого-то узла, который нуждается в каком-то обсуждении, и вот приходим к какому-то решению. Мы подходим к малярным работам, и эта часть ремонта, она пройдет в достаточно сжатые сроки, и после этого мы приступим к сборке, и параллельно мы в следующей серии вам будем рассказывать о том, какие еще процессы у нас идут, потому что реставрация состоит из очень множества интересных процедур, которые мы вам покажем и расскажем. И таким образом, дай бог, придем в какой-то момент уже к собранному мотору, к открашенному кузову и начнем сборку.